Мой приятель – обычный работник офиса одной уважаемой в родном городке компании, отец замечательных двойняшек и муж. Но в далеком 2006 он был полной противоположностью этого образа. Раздолбай неформал с кучей пирсинга в ушах и не только, гривой до плеч, автостопщик. Как только начиналось что-то похожее на весну, он всегда забрасывал учебу и отправлялся в вояж по соседним областям и республикам. Как его только не отчислили из универа, до сих пор не понимаю. Ну а изъездил он почти все более-менее приличные автострады Чуваши, Мариэл, Мордовии, Ульяновской области и многих других соседних регионов, обрастая впечатлениями и положительными, и не очень. Часто ему приходилось и путь срезать с 3 бухущими в хлам деревенщинами ночью в разваливающихся «Жигулях», и ночевать в стогу сена, и выпрыгивать из машины на скорости чуть ли не 100 км в час. Но таких историй, наверное, достаточно у любого. О подобных его рассказу я практически не слышала. Возможно, потому что выжить в такой ситуации возможно только чудом. А далее с его слов. Итак, лето 2006-го. И я, считающийся профи, 5 лет опыта как-никак, решил отправиться не в какой-нибудь Мухосранск, на скучивших окрестностях, а в действительно стоящее место типа Байкала, Алтая или Якутии. Никаких смартфонов с гуглами в те времена, конечно же, у подобных мне не было и быть не могло. Атлас автодорог и какое-никакое умение ориентироваться по придорожным указателям – это было единственной альтернативой. Где-то с неделю я выстраивал маршрут, и самой трудной его частью было сделать выбор – как преодолеть отрезок Курган-Омск. Было 2 варианта – в объезд казахстанской границы или напрямую через Петропавловск. Далее по Сибири ведет только одна приличная дорога. Ну а выбор конечной цели путешествия я решил предоставить случаю. Куда предложат подвезти, туда и направлюсь. Опущу подробности езды по европейской части России. Здесь все просто до скуки. Урал впечатлил, но о нем можно поговорить на соответствующих форумах. В общем, прекрасным теплым летним вечером я стоял на обочине у какой-то мелкой заправки, провожая взглядом фуру, сворачивающую на стоянку. Водитель, намотав за день около 2000 километров, устал и собирался спать. Предлагал и мне заночевать у него в кабине, а утром двигать дальше. Ехал он, к слову, как раз куда-то в район Алтая, вроде в Барнаул. Но я отказался. Как оказалось, довольно опрометчивым было это решение. Как говорил в одном из своих выступлений Задорнов, смеркалось. Ночь обещала быть звездной и теплой. В болотах, каких полно в Курганской области, поквакивали лягушки. Орды комаров, почуявших беззащитную жертву, а этой жертвой как раз был я, зудели в предвкушении, собираясь в кровожадное облако. Ни одной машины, что в нужном, что в обратном направлении, не было. Скоро стемнело. Зажегся фонарь у поворота на заправку. И тут на меня, видимо, нашло какое-то помешательство, потому что я оставил круг света и зашагал по пустынной трассе на ночь. Полчаса, час, другой, ноги стали понемногу уставать, ведь за моей спиной были огромный рюкзак, палатка и спальник. Вдобавок внезапно похолодало, а с болот пополз густой туман. Я отошел от заправки уже километров на 10 и теперь очень сожалел об этом, но тащиться назад считал дурной приметой, да и сил никаких уже не было. Внезапно сзади послышался гул мотора. Я остановился и поднял руку. Серого цвета внедорожник проехал метров 50 вперед и затормозил. Быстро, насколько позволяла поклажа, я побежал к нему.
Извините, не подкинете в сторону?» Только и успел сказать я, сунувшись в открытое окно с пассажирской стороны. «Садись давай!» – перебил меня водитель. Абсолютно типовой мужик, лет 40-45. Сейчас я не могу вспомнить ни одной черты его лица. Я стянул рюкзак, кинул на заднее сиденье, а сам сел рядом. Мы разговорились с водителем, если это можно так назвать. Он отвечал неохотно, цедил слова по капле, хотя негатива в его голосе не чувствовалось. На вопрос, куда едет, не счел нужным отвечать, посоветовал. «Через Казахстан не едь, на границе проблем на жопу нагребешь. Зря на Ишим не повернул. Тут дорога есть до Бердюжья. Ночью мало кто ездит, но местные встречаются. Я километров через 30 сверну. Тебя придется высаживать. Далеко от перекрестка не уходи. До утра подожди. Кто-нибудь да поедет». Через некоторое время он разбудил меня. Да, я задремал. Разморило меня в теплом салоне автомобиля. За окнами было эко-белесое ничего. Туман густой, как молоко. Я с тоской представил, как, оставшись до рассвета несколько часов, придется стоять на перекрестке черт знает где. В общем, машина исчезла, свернув куда-то вправо. А я достал фонарь и попытался осмотреться. Но луч не пробивал белый кисель дальше, чем на десяток метров. Я побродил вдоль дороги, но не обнаружил никакой таблички с названием населенного пункта, на который вел поворот. «Ну и черт с ним», — сказал я себе, и от скуки пошел вперед по дороге. Какая разница, где ждать попутку? Ноги и плечи немилосердно ныли. Благо, хоть комары не донимали. Так я пробрел с час, а туман не становился реже. Кое-где сквозь него проступали стволы чахлых берез, растущих чуть ли не вплотную к обочине. Но в основном, стоило немного спуститься с насыпи, было болото. Наверное, точнее будет называть его все же не болотом, а огромный, поросший камышами и рогозом лужей, тянущийся, насколько хватало глаз и света фонаря. Понемногу светало, туман не отступал. Глаза слипались, и, пройдя еще с пару километров, я неожиданно увидел впереди очертания какого-то строения. Радость от того, что это, наверное, кафе, где можно будет набить начинавший урчать живот и немного вздремнуть до рассвета прямо за столом. Уронив голову на руки, быстро рассеялась, едва я подошел. Это был одинокий деревянный домик с дверью в боковой стене и двумя небольшими окнами на фасаде. На крыше торчали 4 заветренные буквы «Кафе», сваренные из полос ржавого железа и, видимо, никогда не знавшие краски. Нигде не было даже деревянного нужника, и именно это почему-то насторожило больше всего. Стояла абсолютная тишина. Даже лягушки не квакали в тумане. Второе обстоятельство, на которое я обратил внимание только сейчас, и труханул еще больше. Мое сердце ушло в пятки. Вот именно так я себя и чувствовал. Не подходя к двери, боясь сдвинуть с места хоть какой-то малейший камушек, я на цыпочках приблизился к окну и заглянул внутрь. В единственной комнате стоял непокрытый деревянный стол, за ним спиной к окну сидели 3 мужиков, неподвижно, как манекены. Может, они и разговаривали, но этого не было видно и не слышно. Всю эту картину освещала тусклая лампочка на витом проводе под потолком. Вот тут в мою душу заполз прямо-таки физически осязаемый страх. Было ощущение склизких черных щупалец в грудной клетке. Перед глазами все поплыло. Я застыл, боясь даже вздохнуть. Потом тихо отошел от окна, миновал кафе по другой стороне дороги и очень аккуратно двинулся дальше, задом наперед. Туман уже начал заволакивать строение, когда я услышал, как открывается дверь домика.
Ноги предательски задрожали, лишая меня возможности двигаться. Через какое-то мгновение из-за угла дома вышел он или оно. Обычная мужская фигура в обычной одежде. Помню отчетливо. Синие джинсы, белые кроссовки, клетчатая рубашка. На этом все обычное заканчивалось. Даже на расстоянии я увидел пальцы, раза в 1,5 длиннее человеческих. А на месте лица... Что было на месте лица, память отказывается воспроизводить. Когда пытаюсь вспомнить, снова возвращается тот ужас, лишая возможности сделать вдох. Какая-то часть подсознания, единственная, не отключившаяся во мне в тот момент, вопила: «Спасайся!». Я скинул рюкзак, он шорохом упал на земь, и тут эта тварь увидела меня и бросилась ко мне. Прыгнула, отталкиваясь сразу 2 ногами, пролетела 2 метра и приземлилась уже на четвереньки. Тут я заорал благим матом и кинулся бежать. Краем глаза успел заметить еще 2 тени, которые выбежали из-за угла кафе. Сейчас я понимаю, что мой бег длился от силы секунд 5-6. Тогда мне казалось, что я бегу целую вечность. Я орал как резаный, а твари бежали молча. Я слышал только шлепки их ладоней по асфальту. Я оглянулся, рискуя споткнуться и упасть, увидел почти настигшие меня силуэты и прямо за ними яркий свет фар. И, конечно же, действительно спотыкнулся и упал. Последнее, что успел увидеть и осознать, в прорезавшем туман луче света твари прямо в прыжке меняют направление движения и уносятся куда-то в болото. Все так же молча, только шлепки конечностей и плеск воды затихают вдали. Потом я пришел в себя на заднем сиденье УАЗика. Водитель привел меня в чувство парой пощечин. Сказал, что решил, будто меня кто-то сбил. Предлагал отвезти к местному фельдшеру, но я попросил довезти до трассы на Ишим, вернувшись сначала за рюкзаком. Водитель явно счел меня психом, но рюкзак мне с обочины дороги притащил. Туман неохотно рассеивался. И когда до Бердюжья оставалось 5 километров, я решил задать вопрос водителю о странном кафе. «Дружище, ты точно башку-то не повредил?» – нервно рассмеялся водитель. «Какое кафе в нашей-то жопе? Тут и заправок нормальных днем с огнем не найти». Я все-таки добрался в этот раз до Алтая. Завис там на 2 недели. Познакомился с отличной девчонкой из местных. Достаточно, наверное, сказать, что на обратном пути отрезок от Омска до дома я преодолел на поезде, а в сторону Сибири больше не ездил и ночью старался на трассе не оставаться.